Тот, кто уехал, тот козел. Ух, мерзавцы. Море, океан, тепло, дом, подруга, губы, сиськи. В России же все говно. Будем на телегах ездить. Тесла просто уже дрожит рыбаков за качество. Отвечает. В чем секретный соус? Я отвечу на вопрос. У всех людей разный рост, и не важно, где ты рос. А в чем секретный соус? Окей, я еще раз отвечу на этот вопрос. Всем привет! Сегодня на канале номер 1 про бизнес и деньги выпуск итоговых новостей. И начинаем, как обычно, с добрых новостей. В Калининградском зоопарке отменили показательное кормление. Медведь Фима впал в спячку. Все, финита ля комедия. Укатали сивку крутые горки. Впервые за несколько лет медведь заснул крепким медвежьим сном. Раньше он никак не впадал в спячку, да? Его кормили всю зиму, да? Будить его жалко, потому показательное кормление медведей в субботу и воскресенье отменили. Некого кормить, все спят, сообщили сотрудники зоопарка. Ну, как вы видите, а у нас никто не спит и все жрут. Поэтому все недовольны своим весом, все пытаются ходить на какие-то диеты, на какие-то фитнесы, но на самом деле, я вам скажу секрет, жрать надо меньше. ЕС принял 9-й пакет санкций против России. Что в него входит? Сейчас буду читать по порядку и потом немного комментировать, чтобы вы были не просто в курсе, а могли не впасть в спячку, как Фима, иначе впадете в спячку и все пропадет. Поехали! Лицензии на вещание приостановлены у каналов НТВ, МИР, Россия-1, РЕН-ТВ, Первый канал и введены санкции против Роскомнадзора. Ну, понятно, да? Теперь, если вы где-то путешествуете по миру, если смогли выехать, так сказать, и куда-то долететь, то вы включаете телек, и там не будет ни НТВ, ни МИР, ни Россия, РЕН-ТВ и Первый канал. Если, конечно, те, кто путешествовал ранее, прям вот специально вот ездили куда-то, чтобы посмотреть Первый канал где-то там из-за Бугурья, ну вот у них будет проблема. Далее идем. ЕС дополнительно запретит новые инвестиции в российский энергетический и горнодобывающий сектор. Уже лет 10 иностранцы практически ничего не инвестировали, вот, ну а сейчас это и вообще обнулится. Едем дальше. Гражданам ЕС запрещено занимать какие-либо должности в руководящих органах российских государственных или контролируемых государственных компаний. Вот это уже серьезно. Что греха таить. В России не очень хорошо с управлением по каким-то таким большим компаниям. Ну, не очень хорошо. Если ты имел опыт когда-либо управления глобальной корпорацией, да, интерконтинентальной, ну, ты имел. А если ты не имел, ты будешь управлять этой глобальной компанией, ну, типа там, не знаю, РЖД, там, Газпром, ну, какой-то там РАО ЕС, да, по локальному, по местечковому, ну и она никогда не станет большой. Поэтому вымытие иностранцев из органов управления — это давление. Но, с другой стороны, и возможность подготавливать своих управленцев. То есть именно сейчас российские ребята, они во всем мире проявляются очень сильно, в других каких-то там компаниях по миру, да, набирается опыта, ну и потом кто-то из них приедет и возглавит эти российские госмонополии и, наконец, принесет необходимые компетенции в эти национальные достояния России, которые станут в этот момент национальным достоянием. Дополнительные ограничения на экспорт товаров и технологий двойного назначения, а также товаров и технологий, которые могут способствовать технологическому развитию оборонного сектора. Под санкции попали 168 компаний. Здесь очень серьезно, потому что станки, механизмы и деиндустриализация, которая случилась в России за последние 30 лет после Советского Союза, она катастрофическая. Но реально огромное количество станков, там, производственных баз было просто разрушено. Все сдано на металлолом или продано. И сейчас, чтобы просто тупо начать производить какие-то даже простые или средние вещи, да нет этого оборудования. А где его купить? И вот начинают предприниматели российские там шукать по всему миру, но, знаете, не просто все это. Поэтому для того, чтобы воссоздать некие там цепочки индустрии, потребуется, ну, давайте так, даже не год и даже не 3, десятки лет. Далее ЕС расширит запрет на экспорт товаров и технологий, связанных с авиацией, космической отраслью, включив в него авиационные двигатели и детали. Но здесь вся та же история. Это помощь России в начале все-таки индустриализации России. Да? Ну как, что значит помощь? Раньше был такой негласный договор. Россия отправляет нефть и газ, металлы, ну такие низкие переделы, да, а значит, развитые страны, как они говорили, Запада, они поставляют все остальное. Самолеты, Боинги, что-то, Airbus'ы и прочее. Но этот договор, видите, устарел, и теперь России придется найти иные способы оснащения себя авиатехникой.
Придется восстановить авиапромышленность, придется кооперироваться там с бразильцами, с китайцами и так далее. То есть придется найти новые кооперации международные. Но если будут сидеть и ждать, то время там годности самолетов, которые сейчас все еще летают, но на которые запчасти, ну вот как бы нет, придет к концу. И на чем будем летать? Ну, будем на телегах ездить. Ну, конечно, нет. Придется делать. Придется вставать, жопу от стула отрывать, строить заводы, фабрики и так далее, ну и все. Если вы помните, 30 лет назад, что представляли из себя, например, автомобили из Китая? Это просто был их не было. А сейчас вы видели автомобили из Китая? Да там Тесла просто уже дрожит. Поэтому, смотрите, смысл заключается в том, длинная воля творит чудеса. Поэтому засекайте, сейчас 22 год, ну, прибавляйте, например, 28 лет и 2050 год. Запомните, 2050 год, я называю это Fortune 2050. В 2050 году вы увидите, какая будет Россия, какой будет мир, то есть в мире будет все по-другому. Поэтому приглашаю вас 4 февраля на международный Art Business Summit, где 50 топовых спикеров мира с триллионом оборота и более чем 200 миллиардами чистой прибыли покажут вам, расскажут последовательность, как присваивать обстоятельства к своей выгоде. Я там буду, Оскар Хартман и многие люди, поэтому приходите, проведите время в такой компании, да? Возьмите и заимствуйте то, что работает, и примените немедленно для своего благосостояния. 4 февраля, ссылка будет под этим видео, приходи, я там буду, встретимся там. Бомж украл 2,3 миллиона рублей из подвала многоэтажки в Воронеже. Вот так, в Воронеже многоэтажки, где бабки лежат, и бомж может зайти и украсть. Короче, хозяин жилья прятал там заначку в коробке из-под подарка, но в один день коробка пропала, а рядом нашли остатки еды. Криминалисты сняли с них биологические следы подозреваемого. Спустя несколько дней полиция задержала бомжа, у которого изъяли 40 тысяч рублей и наркотики. Вот так вот. 2,3 миллиона рублей усохли до 40 тысяч, но, видимо, за это время там этот товарищ неплохо там погулял. В общем, выяснилось, что тот успел спустить почти все деньги, приоделся, купил пару смартфонов, снял большой дом, купил в него телевизор, игровую приставку, Bluetooth колонку и даже оплатил операцию своей подруги, наверное, на сиськи. Короче, а теперь ему грозит 10 лет тюрьмы. Уважаемые законодатели, уважаемые блюстители порядка, ну это же такая замечательная история. Давайте снимем по ней фильм. Это же надо, такой бомж, в подвал, там какая-то коробка, покушать, открывает коробку, а там такое свечение, бабки, и он такой: вау, дом, подруга, операция, губы, сиськи, так. Ребят, ну это же вообще Netflix отдыхает. Ну, в общем, конечно, шутки шутками, но на самом деле история, конечно, очень веселая, крутая и так далее. Но тебя посадят, а ты не воруй. Помни об этом. Яндекс показал, как выглядит самокат собственной разработки. Новая модель пополнит парк самокатов Яндекс.Го и будет доступна весной 2023 года. Я видел этот самокат. Это новое слово в способности российской, подчеркиваю, технологической компании мирового уровня, смотрите, создавать не просто самокат, а создавать и самокат, и систему управления этими самокатами, да, ну, речач и так далее, систему обновления моделей и модификаций, и это предтеча того, что через 10-15 лет, может быть 20, Яндекс будет ведущим создателем автомобилей. Попомните мое слово, те, кто купит сегодня акции Яндекс, те через 10 лет получат, ну, реально мощный пенсионный фонд. Действуйте так же, как Яндекс, будьте смелее. Ребят, на самом деле глаза боятся, руки делаются, а вот видите, Яндекс уже и не боится. Молодцы. Яндекс реально молодцы, очень уважаю эту компанию и, конечно же, увеличиваю пакет акций Яндекса на этом информационном кейсе. А в ближайшее время в Госдуму внесут законопроект, ограничивающий удаленную работу для уехавших россиян. Об этом сообщил сенатор Андрей Клишес. Стало модным сейчас работать в России, при этом пребывая где-то там на островах, там, Бали,
Таиланд, Дубай и так далее, да, и очень много людей работают дистанционно, да. Кстати, во времена ковида это поощрялось, говорили, вот, это ж круто, а сейчас это, ну, стало таким не очень хорошим явлением, потому что люди разъезжаются, живут где-то, да, тратят деньги как потребители где-то, ну и российской экономике не достают. То есть получается, так сказать, значит, выбытие, да? И давайте посмотрим, что говорят про это, ну, разные представители властей. Минцифра, например, выступила против запрета на удаленную работу для IT-сотрудников, которые находятся за границей. Именно представители IT, огромное количество людей сейчас сидят где-то. Море, океан, тепло, шуба не нужна, валенки не нужны, ничего не нужно, сидим с компьютером там, да, гулять ходим это. Ну, честно говоря, я бы и сам поехал. И Минцифра говорит, введение тотального запрета может привести к снижению темпов развития цифровых платформ и решений, что в итоге может негативно сказаться там на конкурентоспособности. Ну, это понятно, да? То есть ограничение на найм айтишников, значит, и придет к чему? Ну, к торможению темпов, значит, пребывания России в топе технологического лидерства. На самом деле в России действительно одни из самых развитых технологических цифровых платформ. Вот. И многие скажут, как, в России же все говно. Ребята, успокойтесь. Россия одна из немногих стран, у которой есть поисковая система Яндекс. Например, у Италии такого в принципе нет и не может быть. У Германии тоже нет. Да? Я вам сейчас могу перечислять тут бесконечно. Да? У России есть то, чего нет практически ни у одной страны Европы. Я в данном случае выскажу свое мнение. Смотрите, есть, конечно, поспешные все вот эти вот действия, говорение о том, что тот, кто уехал, тот козел, да, и так далее. А я, например, говорю, тот, кто уехал, тот золотой запас России, временно размещенный, ну, в разных странах, так сказать, мира. Я считаю, что все, кто разъехался сейчас по миру, это как раз-таки уникальный шанс россиян или русскоговорящего, мира или населения, смотрите, расплодиться и расшириться в России. То есть обустроив вот эти вот анклавы для себя по всему миру. Невероятное количество новых компаний создали россияне за последние 6 месяцев. Да, эти все компании там на Бали, там Индонезии, там Таиланд, Дубай, другие страны, да, новые компании, новые возможности, новые связи. Там и глядишь, технологии начнут подтаскиваться, появляться, потому что мостики. Потому что теперь появление новой технологии — это не госмонополия покупает у другой госмонополии Америки, а та его не продает. Нет. А теперь появление новой технологии — это сложение многих малых связей, малых сил, вот этих малых компаний, малых предпринимателей, которые по всему миру, понимаете? Сила слабых связей всегда сильнее силы сильных связей. О, вот это новость для всех алименщиков. Итак, Верховный суд России разрешил друзьям алименщиков гасить их долги. О, звонок другу. Поэтому в следующий раз, когда женщина, оставшаяся вот с ребенком на попечении, да, испытывающая нужду, это серьезно, да, оставьте телефончики друганов этого, так сказать, товарища, который алименты не платит, и прям сразу их обзваниваете, и прям вот со ссылочкой на документ, да, говорите, вот, ребят, вы реально можете поддержать своего товарища другана, вот он не платит. Кстати, я считаю, это очень, такой сильный ход, такой нелинейный, да, и он может, вообще говоря, десяткам тысяч, наверное, случаев, да, придать определенную живость. А всем алименщикам я могу сказать так, ребят, на самом деле, это же ваш ребенок, поддерживайте жену в том, что она на попечении вашего ребенка. Через несколько лет, пройдет несколько лет, вы очень сильно будете страдать и жалеть, если вы все это время были где-то в бегах и все, что это было. Развелись, с кем не бывает, но ведь это же не повод бросать то, что есть твое порождение. Компания H&M отказалась платить по счетам за аренду помещений России. Торговые центры начали подавать иски в суд против ушедшего из России H&M. Компания задолжала за аренду помещения около 1 миллиарда рублей, несмотря на вырученные от финальной распродажи средства. Ух, мерзавцы. 1 миллиард рублей задолжали. Друзья мои, когда дрова рубят, знаете, щепки летят. Поэтому вот H&M уходит из России, дрова рубят, там миллиарды какие-то, 10-15 миллиардов.
Слушайте, на фоне этого какие-то щепки там туда-сюда, 200 миллионов и так далее. Да, кажется, это много, на самом деле это немного. Но я бы хотел сказать о другом. В целом иностранных компаний было достаточно много в России, и очень многие позакрывали офисы, магазины и так далее. Не все магазины были арендованы заново другими игроками, да. Вот. И сейчас, например, в офисах класса А свободных, вакантных помещений, вот, готовых к сдаче, но их никто не берет, более 20%. Понятно, да, никогда такого не было. В офисах класса А всегда была вакансия там 3%, ну 6%, ну когда было 8%, это вообще было вот, а сейчас 20%. Ничего в этом вот хорошего нет, да, то есть экономика в принципе сильно страдает от этого, и просьба ко всем предпринимателям, да, ритейлерам, ну, бизнесменам: ребят, давайте уже открывайте свои магазины, ну займите вы эти места, ведь иностранцы, они реально, ну, занимали очень хорошие места, козырные, не момент. Недавно компания Apple решила закрыть свой офис в Романовом дворе, в таком классном бизнес-центре, да, тоже, может быть, кому-то нужен самый сильно классный офис, да, вот в Романовом дворе. Обратите на это внимание. Давайте так, ответим на то, что кто-то куда-то ушел, чем? Что мы возьмем и куда-то придем. Владимир Путин объявил о продлении льготной ипотеки до 1 июля 2024 года. Вот. По словам президента, ставка по льготной ипотеке будет увеличена с 7 до 8%. Ну, то есть примерно то же самое. Вот. Путин добавил, что в 2023 году семейную ипотеку под 6% распространят на семьи с 2 детьми младше 18 лет. Это очень хорошо. Дело в том, что если будут свернуты ипотечные программы, вот эти вот льготные, да, то, наверное, вот одна из немногих отраслей, которая сейчас драйвит российскую экономику, она тоже, ну, как бы просядет. Ну и еще здорово, что моя компания Технониколь все-таки поставляет строительный материал самый надежный и будет ответственно относиться к снабжению всех строек изоляционными, гидроизоляционными материалами и так далее. Поэтому покупайте товары Технониколь и знайте, если вы покупаете не Технониколь, то не знаю. Там может быть разная. Если Технониколь, то Рыбаков за качество отвечает. Российские миллиардеры стали покупать сразу по 2 одинаковых автомобиля, пишет Financial Times. Ну, Financial Times, конечно, эксперт в этом смысле, и я вот всегда, когда читаю вот такие вот понтовые статьи Financial Times, там эти корреспонденты, ну, такую придумывают. Ну, а суть этого хайпа у Financial Times, она, в общем-то, простая, да? Ну, реально была покупка одного миллиардера, он пришел в салон и просто купил 2 Майбаха. Ну, а когда его спросили причину, почему 2 Майбаха, ну, он так и сказал, ну, типа, один буду на запчасти разбирать, да. Вот. Ну, и, естественно, корреспонденты решили на этом построить инфоповод и хайпануть. У нас издревле так было, когда покупаешь Волгу, в Советском Союзе так было, то надо купить 3 Волги. Одна ездит, вторая в ремонте, третью на запчасти разбираешь. И, кстати, в Мерседесах ничего по-другому не было. Все говорили: Мерседес, Мерседес. Вот у меня всегда Мерседесов 2 было. Знаете почему? Потому что один сломался, его увезли. На чем я ездить буду? Поэтому ничего сейчас не изменилось. Вчера было 2 и сейчас 2. Гендиректор Госзнака допускает возвращение в оборот 5-рублевых и 10-рублевых банкнот. Ёп, как это, блядь? Выпуск 10-рублевых банкнот образца 1997 года был прекращен в 2013 году, а 5-рублевых аж в 1998. Многие еще тогда не родились. Короче, в июле Центробанк сообщил, что может возобновить этих купюр, да, а сейчас он подтвердил, что, скорее всего, да, он возвратит, и это возвращение снизит расходы на производство наличных денег. Дело в том, что вот сейчас эти наличные, там, эти монеты и так далее, их вообще никто не использует. И когда их выдают кому-то, их сразу куда-то выкидывают. Бумажная купюра там что-то 10 раз обращается, пока не рвется, пока ее не заменяет. А эти монетки, они куда-то деваются. Поэтому, на самом деле, действительно, возвращение бумажных денег снизит расходы на производство вот этих вот наличных денег, в данном случае монеточек, да. Но в условиях того, что идет электронные расчеты и так далее, все больше и больше, я думаю, вес вот этих вот всех решений, он, конечно, незначительный. Здесь есть еще один аспект. Дело в том, что производство новых купюр — это новые краски, которые покупали из-за рубежа, и сейчас нет возможности их купить. А те старые купюры, их производили на технологиях доисторических. Поэтому это такой элегантный ход, типа,
мы возвращаем те купюры. На самом деле в этом сообщении откровение. Мы не можем производить современные купюры. Поэтому пока, вот чтобы переждать, надо будет, скорее всего, вернуться к технологиям доисторическим. Ну и в этом смысле вот это решение хорошее. В России стали меньше тратить на новогодние подарки. Средняя сумма, с которой люди готовы расстаться, 12 тысяч рублей, а в прошлом году было 13. Неплохо, 12 тысяч. Ребят, на самом деле, если у вас есть 12 тысяч рублей, вместо того, чтобы всякую-то новогоднюю шелуху покупать, мишуру там и так далее, лучше купите курс финансовой грамотности. Вот здесь вот будет ссылка на него, и подарите своим детям. И это основные типы мышления, которые позволят ему, знаете, отличать манипуляцию, иметь навык генерации защиты от злоупотребления властью, манипуляцией и контролем. Ну и, конечно же, поиметь начальный, базовый, очень необходимый уровень навыка генерации свобод, навык замысливать что-либо и добиваться замысленной с помощью имеющегося. Купи курс финансовой грамотности, не покупай вот эту вот всю мишуру. Ну и, конечно же, давайте вместе размножать хорошее, и пусть плохому места просто не останется. В чем секретный соус? Я отвечу на вопрос. У всех людей разный рост, и не важно, где ты рос. А в чем секретный соус? Окей, я еще раз отвечу на этот вопрос.